Дорогие друзья, хотелось бы поговорить о таком явлении, как культурный религиозный туризм. Каждая церковь имеет свои обычаи, добрые традиции. Мы проводим свои общения так, как видели и приняли у наших отцов, как были научены нашими предшественниками. И вдруг, как с неба, сваливаются на нашу голову храбрецы, которые делают все наоборот, противоестественно своей культуре, в предпочтение другой, басурманской, заморской. Не всегда бывает, что это новые чужие люди. Иногда это те, которые некогда ходили с вами в ту же церковь, пели в одном хоре, вместе отмечали те же праздники, те, которых вы считали своими людьми. Но вдруг по каким-то причинам происходят кардинальные изменения в предпочтениях и взглядах у этих людей. Они становятся далекими и чужими. Для них счастье не здесь, а на горизонте, в дальних неведомых странах. И снится им Рио-де-Жанейро, о чужой родине говорят, как о небесной отчизне, о рае на земле. В их воображении все иностранное духовно, а родное греховное. Хотят превратить богослужение в вечный пикник, 3 в одном, и музыка, и дресс-код соответствующие. И говорят они, как в пионерском лагере у костра. Так себя ведут, что другие раздражаются и мучаются в праведной душе своей. Люди, предавшие свою культуру, предадут за 30 серебряников и свою страну. У них, видимо, денег нет, чтобы сходить на природу или в хороший ресторан с хорошей музыкой. Очень расчетливые, и если им дают надо, не надо, максимально берут все, что можно. Всем недовольны и всегда будут требовать у вас хлеба и зрелищ. Пользы от таких людей никакой, зато у них много идей, предложений, все время советуют, как вам поступать. Как у тещи, все, что не сделаете, все не так. Манеры богачей с карманами бедняков. И если вдруг вы решили все-таки не соглашаться и не поступать по их совету, жди беды, эти ребята совсем без тормозов, денег они не дают. Как бы намекают, что их гениальные идеи должны осуществляться за счет вашего семейного бюджета. Когда серебряники, так сказать, религиозные туристы узнают, что в соседней хате еда вкуснее, людей много и поинтереснее будет, бросают всех и резко переходят в новую общину. Вы их скоро там увидите. Но вся беда в том, что бедолашки красиво уходить не могут. У них это не получается. Не хватает смелости сказать добрые слова, простое спасибо, по-человечески прийти, поблагодарить всех, сказать, нам было с вами хорошо, вот мы хотим некоторое время посещать другую церковь. Но хотим оставаться друзьями, благословите нас. Нет, уходят они со скандалом, как жертвы, и входят в другую общину тоже как жертвы, чтобы обратить общее внимание на себя, и чтобы тут же все ими стали заниматься. Если к вам такие придут, имейте в виду, что вы их следующая потенциальная жертва. На что все-таки способны эти люди? На что тратить свой потенциал и энергию? Обычно целится на руководителя, на главного человека, который способен принимать решения. Поэтому очень важно, чтобы у вас были 2-3 помощника, которые станут буферной зоной и примут первыми удары от этих хитрых и коварных людей. Если у вас только один помощник, гарантирую, бунтари сделают его вашим оппонентом.
и будут использовать для того, чтобы бить вас чужими руками. А с вами они будут улыбаться и говорить: «Здравствуйте, как ваши дела? Все хорошо?» Когда начинается такой процесс в коллективе, мирные и спокойные люди переживают и волнуются. Давление и температура могут подняться до предела так, что могут парализовать внутренний мир любого коллектива, хора или оркестра. Очень важно регулярно выпускать пар, ослабить давление, проводить некие санитарные процедуры. В противном случае котел взорвется. Если оппозиция набирает обороты, бывают и такие ситуации, когда против лома нет приема. Чтобы этого не допустить, нужны именно 2-3 помощника. Даже если недруги выберут одного из них и будут его готовить на ваше место, у вас есть еще 2, минимум 1 человек, преданный вам, который возьмет эти удары на себя. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами. И Давид утомился. Тогда Есвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авеса, сын Саруин, и поразил филистимлянина и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Любой человек утомится, какой бы он ни был известный и сильный. И силы не те бывают, а эти великаны Рефаимы сильнее вас. Поэтому нужно иметь рядом с собой таких людей, как Авеса, которые не дадут, чтобы погас светильник Израиля. И несмотря на все обстоятельства жизни, старайтесь создавать такую атмосферу в вашем коллективе, в церкви, где вам самому будет хорошо, куда вы будете приходить зарядиться созидающей энергией. Помимо репетиций каких-то выступлений, служений, обязательств, организуйте праздники, чаепития, радостные общения, дни рождения. Дружба и любовь укрепят иммунитет любого коллектива. И даже враги станут вашими друзьями. Самое главное, дайте им работу, поставьте их ответственными за какое-нибудь дело, да хоть за праздники и чаепития. Это как раз то, на что они лучше всего способны.